Визом 001. С вами проект подкастов Визом 001, и сегодня мы говорим с SEO и собственником компании группы Визом Сергеем Гузенко. Всем привет! Впрочем, как всегда, всем привет, рады вас приветствовать. Как и обещали, в этот раз перерыв не такой большой, надеемся, что будем сокращать его и дальше. Первый вопрос традиционный: как ты, как ребята? Да, ты знаешь, настроение хорошее, независимо от того, что происходит буквально вчера, да. Вообще, даже разговаривал с людьми, сотрудниками, которые за границей, озвучивал свой настрой, они гордятся нами, о том, что независимо от того, что бы ни происходило, мы продолжаем делать то, что умеем делать, то, что должны делать, от чего кайфуем, от чего поддерживаем всех, семьи, ЗСУ. Все в порядке у нас. Все в порядке. Все хорошо. Хорошо. Это оптимистичный настрой, всегда приятно от тебя слышать, он заряжает. Об этом говорим не только мы, но и те, кто нас слушает. Сегодня мы решили поговорить о годе, как Визом не дома, как началась полномасштабная война. Все ближе 24 число. Я не знаю, когда выйдет наш подкаст, но тем не менее где-то приблизительно вот совсем рядом с этими датами. Поэтому, естественно, решили поговорить о том, как этот год прошел. И первый вопрос, он касается тебя лично. Что такое война для тебя? Это испытание, которое выпало на нашем пути, которое сделает для меня, да, покажет, достаточно ли я силен, как я думал, и покажет на самом деле, так это или нет, скажем так. То есть еще раз, это испытание, которое выпало у нас на пути, и теперь смотрим, как именно я с этим испытанием справлюсь. Угу. Да, тут вопрос был именно о тебе и то, как ты это расцениваешь для себя. Второй вопрос. Год без дома. Как это? Ты выехал немного позже, но тем не менее, в принципе, глобально все мы, кто релоцировались из Херсона, кто меньше, кто больше, но около года не были, живем вне дома. И самое главное, компания живет вне дома, да, потому что она родилась, организовалась, работала в Херсоне много-много лет. Вот уж почти год, как мы релоцированы. Какие первые итоги? Первое, это то, что мы способны работать даже в такой ситуации, с такими трудностями, которые возникают просто на каждом углу, на каждом шагу. И делаем это достаточно успешно, я считаю, прямо успешно, мы молодцы. Как год без дома? Что это показало мне? О том, что и нам, как компании, да, то, что мы, безусловно, скучаем за домом, мы ощущаем, что место, в котором ты родился и родилась твоя компания, оно имеет значение, и, наверное, таким будет всегда, и ничего не поменяется. Следующее, какое осознание пришло о том, что очень хотелось бы все-таки жить в Украине и никуда не переезжать, потому что раньше были такие мысли о том, что в принципе можно где-то там, наша профессия, компания позволяет это делать, и может быть даже лучше было бы, если бы я как продажник главной компании находился непосредственно на рынке среди покупателей. Но ситуация, а именно война, показала, что хочется все-таки жить именно в стране. И по сути те сотрудники, которые находятся не на территории Украины, они наглядно показали на своем опыте, сэкономили мне прежде всего и нам кучу времени, анализируя процессы, ситуации, отношения, условия и так далее и тому подобное. И мы еще раз убедились, что Украина — это офигенная и капец какая современная страна, которую мы очень сильно любим. И это потому, что это наша родина. Спасибо. Я думаю, что этот ответ
объединит очень многих. Но теперь давай поговорим о ресурсе. Да? Понятное дело, что год – это много. И времени, и сил, и энергии очень много уходит для того, чтобы продолжать работать, продолжать держаться. Дай свой личный совет, рекомендацию, где брать силы и энергию, чтобы продолжать работать, несмотря на все, что происходит, чтобы оставаться эффективным и полезным. Даю совет воспринимать это как испытание абсолютно спокойно, пытаться быть, оставаться хладнокровным и находить абсолютно во всем, это вообще очень сильно возможно, положительные какие-то моменты. Мы все знаем, да, стакан наполовину пуст, наполовину полон и так далее и тому подобное. И в любом случае, ну, я помню прекрасно статью, которую я читал или слушал, где говорили о том, что с тобой произошло что-то, я не знаю, украли твою сумку, и ты все в шоке, ты не знаешь, что делать, а ты просто подумай, какая ситуация могла сложиться еще хуже. Например, украли, не дай бог, твою машину. И ты такой, блин, капец, это вообще было, а это капец вообще, все, это дно. И так как мы занижаем, то есть мы в голове визуализируем вариант, который мог бы быть еще хуже, чем есть, возвращаясь к проблеме, которая у нас есть, а именно там, то, что у нас украли сумку, она уже не кажется такой большой и существенной, а она обыденная. Поэтому я абсолютно уверен, что во всем, что нас не окружает, предметы, люди, поступки, действия, есть положительное и отрицательное, поэтому мы обязаны находить положительные моменты во всем, что мы делаем, во всем, что нас окружает. В таком случае переносить все эти трудности гораздо легче. Как за этот год изменились твои приоритеты и твоя картина мира в целом, если изменилась? Ну, мы сейчас говорим обо мне как о руководителе компании, наверное, да, все-таки? Ну, можно и так, но в принципе, давай начнем с этого. Ну, это пендаль для нас. Я думал вот недавно, да, перечитывал вопросы. Это пендаль для Визома быть там, где мы должны были быть еще кучу лет назад. И вот ситуация и показатели, которые в целом у нас вот в следующую пятницу, не помню, какое это будет число, не помню, 17, по-моему, или 16 будет стратсессия, мы проводим план факт 22 и будем озвучивать там план на 23. Ситуация показывает, что мы справились хорошо, что мы молодцы в это тяжелое время. И в том, что сейчас, ты знаешь, вот планы сейчас и планы год назад, если год назад мы там хотели там двигаться, мы понимали необходимость выхода на новый маркет, то сейчас у нас нет другого варианта. То есть картина мира поменялась полностью. И вот для нас, как для IT-компании, для того, чтобы обеспечивать прежде всего сотрудников всем нужным и необходимым, чтобы они в свою очередь обеспечивали свои семьи, нам нужно просто быть там. И мы вот уже достаточно долгие месяцы позиционируем себя только там. И в данный момент вот я понял, что ну все, мы говорим уже просто о работе, о бытие, о поиске клиентов именно на том маркете и все. И других вариантов просто нет. Спасибо. То есть это стал своего рода такой катализатор, ускоритель, который просто вынудил, поставил в такие обстоятельства, когда по-другому было нельзя. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Угу. А если говорить о тебе лично, чему тебя научили эти 12 месяцев? Наверное, тому, что нужно вот во 100 крат ценить то, что мы имеем, то, что нас окружает, и понимать, что, оказывается, и в наше время может существовать такая ситуация, может быть война, где люди гибнут, где непонятно, что будет с нами там завтра, послезавтра или даже сегодня, и нужно оставаться молодцом, чтобы потом тебе ни в коем случае не было стыдно ни перед кем, ни перед твоими детьми, ни перед сотрудником, ни перед родными, и что нужно ценить каждую секунду, не отодвигая этот момент на завтра или послезавтра. Нечего добавить. Думаю, что
Многие с тобой полностью согласятся. Следующий вопрос сложный. Когда я его писал, я думал, как бы я на него ответил. И на самом деле возвращался к этой мысли неоднократно, но так и, наверное, не нашел вот какой-то единой мысли. Интересно, что скажешь ты. Если бы у тебя была 1 минута, когда тебя будет слышать каждый человек на Земле, что бы ты сказал сейчас по итогам этого года? Я бы, наверное, сказал, почему-то эта мысль пришла в голову, о том, что я бы сказал, люди, очнитесь. Все те, кто находится на территории государства, которое на нас напал, которого сейчас называют по-разному, и в целом все люди в мире, я бы им просто сказал, очнитесь. Потому что на нашем месте могли быть вы, и я думаю, что если бы, грубо говоря, там каждый взялся бы за руку, то мы бы эту ситуацию исправили просто очень быстро. Спасибо. Почему Визом смог устоять? Как ты сохранил и команду, и клиентов, и мотивацию работать? Ну, я не согласен, что это заслуга лично моя. Я уже слышал такое, и каждый раз, когда я это слышу, я внутри все-таки не согласен. Надеюсь, не потому, что руководитель 5 уровня не должен приписывать все заслуги себе. Я это тоже помню. Почему устояли? Да потому что классная команда, классные сотрудники. Все спокойно пережили все трудности, все какие-то сокращения, уменьшения зарплаты. Все это спокойно перенесли, у нас практически не было никакой текучки кадров, вообще не помню, кто с этим взял, ушел. Вот, из-за этой причины, скажем так, взял, уволился, там, сказал, что мы какие-то не такие, мы не так сильно это затягивали, но тем не менее команда поддержала. Мы не расслабились ни на секунду, мы, по-моему, сразу же там поменяли, ну, пропинговали все, что есть сейчас, сделали выводы и сразу же там начали звонить на новый маркет, и мы об этом уже 100 раз рассказывали. Ну, то есть я думаю о том, что да мы потому что Визом сильная компания, а она сильная, потому что добилась всего сама, нам никто не давал деньги, нас никто никуда не направлял, мы сами методом проб и ошибок доходили и шли, и сейчас находимся там, где есть. По-прежнему считаю, что это только начало пути. И, то есть, еще раз, ответ на вопрос. Мы справились, потому что Визом гораздо сильнее, чем он думал. Прежде всего, благодаря сотрудникам, которые работают в этой компании. Мы именно так, знаешь, стали в круг, взялись за руки, и хрен нас куда-то подвинешь. Понял. Спасибо. Ну что ж, как всегда, хотелось бы говорить еще, и тема действительно для всех актуальная, для всех важная, но тем не менее время подходит к концу, остается время задать еще буквально один вопрос, и он, конечно же, тоже будет связан с тем, о чем мы говорим сегодня и чему посвящен весь наш выпуск, весь подкаст. Скажи, что будет первым твоим поступком, когда закончится война? Ну, есть две вещи, о которых я хочу сказать. Первое, это, конечно же, я запишу прекрасное видеосообщение в кружочке в телеграм-канал Визома и поздравлю всех и каждого с тем, что мы победили. И это прям следующий шаг для нас, для всех. Ну и, конечно, хочется вернуться домой. Думаю, нет лучшей возможности закончить этот подкаст, чем именно эти слова. Вернуться домой. Я полностью к ним присоединяюсь. Спасибо тебе большое за такой искренний и за такой теплый разговор в такие сложные и холодные времена. Это было важно, это было нужно. По крайней мере, я получил заряд оптимизма и веры в будущее. Надеюсь, то же самое произойдет и с теми, кто нас будет слушать.
На этом я хочу сказать еще раз спасибо тебе и всем тем, кто нас слушает, и напомнить, что мы очень ждем ваших комментариев, потому что они для нас важны, мы по ним определяемся и меряем вообще частоту, скорость записи подкастов, темы, которые вас интересуют, поэтому, пожалуйста, пишите, мы это делаем для вас, мы хотим, чтобы вы были в курсе и участвовали, поэтому оставляйте комментарии, надеюсь, услышимся совсем скоро. Всем пока-пока, до встречи. Пока.